Всем привет! Вы находитесь на канале Ферма для себя. Сейчас мы на старой пасеке, которая нам досталась с покупкой дома. Еще в середине мая у нас завелись пчелы, которые сами прилетели и обосновались в деревянном ящике. Я за ними следил. Издалека, конечно, так как знаю по детству, как они сильно жалят. Но пчелы себя прекрасно чувствовали, собирали 1,5 месяца мед, летали, строились. И наступил момент с ними что-то решать. Так как дел у нас еще очень много, и к пчелам я просто-напросто не готов, то надо было предпринять какое-то решение. И вот я связался с одним из пасечников, который от нас недалеко находится, и он согласился нам помочь. Сейчас вы увидите кадры, как Вячеслав приехал, что там было в этом ящике. И в конце я вам покажу, чем это все закончилось. Всем привет! Решили вопрос с пчелами. Приехал специалист, вот попросил подготовить несколько тазиков под соты, выдал мне шапку. Ну, я не буду подходить, я побаиваюсь, поэтому я буду так издалека снимать, чем он занимается, комментировать, и в итоге покажу, сколько пчелы с мая у нас, залетные пчелы, набрали меда и что там вообще произошло. Но это нормальная тема, да, вот так одеть шапку и в шортах идти с голыми руками. Вот тазы попросил. Сейчас пойду отнесу ему. Занимается пчелами уже очень давно. Ну чё, как там дела? У них нет такого понятия, как хозяин. Это для перевозки, да, такая? Где? Вот это? Нет, это улей. Уже готовые, они жить в нем будут? Шестерам, да. Они жить не будут. Алло? Так вот, чистый, нечистый. Алло? Раскурил дымарь, чтобы пчелы не кусались. Смотрите, как они удачно заселились, что можно вытащить ящик. Я, если что, сразу по тапкам. Хорошо. Ничего себе. Нормально они так отстроились. Ну вот там остатки какие-то были. Угу. Так, ладно, я потихонечку отойду. Так, они вроде спокойно. Сколько вы уже пчелами занимаетесь? Да, я давно, с 8 класса. Ну, с отцом, да, наверное, там? Да, я больше как бы сам, потому что отец просто в свое время Ух, купили мне пчел, чтобы меньше болтался по улице. ничего себе. Обычно хомяков дарят, а тут пчелы. Ну так, в деревне так что. Потихонечку отхожу, пчелы злятся. А я вообще не сразу понял, я вот видно, где скошено, вот так косил тут. И косилка же шумная, не слышу ничего. И тут я заглушил, чтобы траву выкинуть. И, блин, такой гул. Вот так они без рамок строят себе соты. Не кусает? Пока нет.
А матку их надо искать или уже без разницы? А? Не надо. Зачем? Она где-то здесь будет. А. Соединить. Это, ну, вот это сверху мед, а это их расплод. Угу. Детка. Я его как бы тут расплода достаточно много. Семья маленькая, небольшая совсем. Угу. Я расплод по возможности оставлю им здесь сейчас как-нибудь. Потому что он уже на выходе. Ну да, мед-то с расплодом, его и не поешь. Нет, иначе зачем, она слабенькая. Ну так нормально. Знаете, как сделаем? Я сейчас его посажу сюда. Ага. Я его на место вот этот улей поставлю туда им. И пусть они, ну, не знаю, недельку полетают. Они соберутся, а я потом... Куда нужно делать? Ну, чтобы не разлетелись, да, чтобы все вместе. Они соберутся, да, спокойно все, как бы, да. Торопиться-то некуда, собственно. А я потом приеду, заберу прям ульем. Ну да, да, уже там получается они. Да, потому что они тут в ящике остались, тут они вернутся, улетят отсюда. Довольно много расплода здесь, не хочется, чтобы он это... Потом я его... Вот у них, видите, это расплод их запечатанный. Так. Что, еще ни разу не укусили? Одна в палец долбанула, но это то, что я ее прижал. Значит... А так нет, видите, спокойные какие. Ну да, да, я и заметил, что они такие тихие. У нас в деревне мимо метров 10 проходишь, уже в шею целят. Вот у меня раньше такие были, невозможно не подойти, ничего. Особенно, знаете, они еще в июле, вот когда самая-самая жара, они вот чем жарче, тем это агрессивнее становятся. Они еще вот в июле рояться начинают. Ну, в Псковской, по крайней мере. И вот тогда все получали. Вас, наверное, уже жалили столько раз, что уже и организм спокойно. Ну да, уже организм привык. Когда вот работаешь с ними, они где-то в день, ну, штук 20 кусают. Так вот, плюс-минус. Так а если это там одеваться полностью, или это неудобно? Да, во-первых, неудобно. Ну, может не 20, может 15. Так вот. Плюс-минус. Не, ну видите, я как бы даже сейчас без маски, все как бы это. Ну да. Спокойные пчелы. Я почему-то думал, что там рамки стояли на хранение. Не. Потому что у меня где-то здесь остатки были какие-то. Причем в прошлом году тоже вот человек рамки забирал, говорит, поставь один домик, вдруг прилетят. Я поставил, и что-то за лето никто не прилетел. А тут на тебе в ящик. Ох, летит-то. Вот, наверное, из-за этого матика и прилетели они. А? Ну вот из-за этой тряпки-то мат, наверное, в уле лежал раньше. Не, ну еще сам по себе этот, как его? Сам по себе, ну, ящик просто, да и все, что. Ящики и собрались. Они же не понимают, что он холодный, они в нем не выживут. Они толщину стенки... А вот в таком они зимуют? То, что вот то, что вы привезли? это пенопластовый. Он прям его не надо не накрывать, ничего? Ничего не... Животные могут его погрызть. Ну вот и все. Недельку этот ящик постоит, новый улей, а потом его заберут на новое место. Можно, да, вот это возьму? Да, конечно. Сейчас мы, например, на то же место литок поставим.
Ну, в общем, как-то так. Ну, это вот какие-то эти кусочки почему-то квадратненькие прополиса этого. Вот Да, здесь вот красное, вот это что такое? У пчел есть два вида еды, скажем так. Первый это энергия. Это нектар они собирают с цветов, сладкая жидкость. Из нее делают мед. Но им нужно еще, кроме энергии, нужно белковый корм. Для этого они собирают пыльцу с растений, приносят домой, трамбуют ее в ячейки. Получается перга. Она заквашивается как бы и таким образом сохраняется. В ней очень много витаминов. Людям тоже можно есть, это очень полезная штука. Белка больше, чем в говядине. Владислав только что уехал, оставил меня с целым тазом меда и оставил новые ульи для пчел, чтобы они попривыкли, и на следующей неделе он их заберет. Пока снимал, стоял я от него примерно в метрах в 5, было страшно, но пчела не жалила, была очень спокойная. И как-то я сам уже под конец подуспокоился. Это не те пчелы, как в детстве, которые за 100 метров тебя жалят. Здесь они как-то совсем по-другому себя ведут. Вот в таком ящике пчелы поселились. Видно, как они отстраивались. Видно часть сот каких-то умерших пчел. Все еще пахнет медом. Сейчас посмотрим, что у нас происходит с новым ульем. Улей Вячеслав поставил на старое место, чтобы пчелы не стрессовали и переселились в него. Но я заметил буквально дня 4 назад, что пчел практически не видно. Улей стоит и полная тишина. Думаю, можно посмотреть, что там происходит внутри. Внутри, к сожалению, пчел нет и стоят пустые рамки. Видно, как они по краям начали отстраиваться, но что-то им не понравилось. Какая-то неправильная пчела. Но это явно не пчела. Последняя из пчел осталась, но рой она явно не отстроит. Странно, они как-то все понастроили. Что-то непонятное. Вот такая история случилась с залетными пчелами. Мы остались с медом, пчелы улетели, а Вячеслав, к сожалению, остался ни с чем. Поэтому я решил прорекламировать его магазин. Вы всегда можете заказать вкусный свежий мед на Озоне. Называется «Пасека иноземцевых». И хочу от себя заметить, что ульи у них стоят в самых отдаленных от цивилизации местах. Это леса, поля, где нет сельскохозяйственных работ и людей. А это сказывается на качестве продуктов. Обязательно подписывайтесь, смотрите нас. Всем пока!